Здравствуйте, друзья! С вами Дина и канал «Коллекция рецептов». К празднику Пасхи в каждом доме готовятся заранее. Красят яйца и пекут куличи. А сегодня для вас еще один рецепт на пасхальную тематику. Он придется по вкусу всем, кто любит шоколад и цитрусовые. Будем готовить шоколадно-апельсиновую творожную пасху без яиц. Для начала 50 граммов изюма или цукатов смешиваем с цедрой одного апельсина или лимона и заливаем 2 столовыми ложками рома, коньяка, ликера или десертного вина. Перемешиваем и пока отставляем в сторонку. Отдельно 300 граммов темного шоколада заливаем жирными сливками. У меня 33%. Нам понадобится 175 граммов сливок. Вы уже обратили внимание, что я заранее поставила кастрюлю с водой на плиту и довела ее до кипения. Когда вода закипит, убавьте нагрев до минимума. Отправляем миску с шоколадом на кастрюлю с горячей водой и следим, чтобы дно миски не касалось кипятка. Постоянно помешивая, добиваемся, пока шоколад полностью растопится. На это уйдет не менее 5 минут. Если остаются крупные кусочки шоколада, снимите кастрюлю с плиты и уже на столе, помешивая, добейтесь однородного состояния. Кроме этого, отметьте еще 200 граммов жирных сливок. Теперь все продукты подготовлены. Для приготовления идеальной пастообразной консистенции творожной пасхи лучше всего воспользоваться блендером или кухонным комбайном. Отправляем в чашу блендера 90 граммов мягкого сливочного масла, 200 граммов жирных сливок, 75 граммов сахарной пудры. У меня апельсиновая, ссылочку на нее оставлю в описании. Но если такой нет, берите обычную. И добавляем 400 граммов самого свежего творога. Я взяла 9% жирности. Устанавливаем чашу и взбиваем продукты до однородности. Затем добавляем к творожной массе растопленный со сливками шоколад и взбиваем до образования однородной кремообразной пасты. Перекладываем готовую шоколадно-творожную массу в миску. Вы только посмотрите на ее консистенцию. Она бесподобна и очень похожа на мягкое шоколадное масло. Затем добавляем к взбитой творожной массе изюм и цедру, замоченные в коньяке. И все хорошо перемешиваем до однородности. Вот такая нежная и очень ароматная смесь у нас получилась. Пасочницу у меня объемом 900 мл застилаем марлей в 4 слоя. Выкладываем в нее всю творожную массу, слегка утрамбовывая. Если немножко массы останется, переложите ее в пиалу. Это будет вам на пробу. Самая классическая и стандартная форма для творожной пасхи – это деревянный или пластмассовый разборный 4-гранный конус. Но если у вас такого нет, используйте дуршлаг или ведерко из-под сметаны или майонеза. Но не забудьте сделать в нем отверстие. Края марли подворачиваем. Укладываем сверху блюдце и какой-либо гнет. Отправляем конструкцию в холодильник хотя бы на ночь, а лучше на сутки. Готовую застывшую пасочку достаем из холодильника. Я убрала пасочницу с тарелки, чтобы легче отходила сыворотка, хотя в данном рецепте ее всегда очень мало. Разворачиваем марлю, накрываем тарелкой и, перевернув пасху, снимаем форму и аккуратно удаляем марлю. Украшаем шоколадную пасху по своему желанию. Благодаря маслу и шоколаду пасха, приготовленная по этому рецепту, довольно быстро застывает. Остатки шоколадной массы я разложила на 2 вот такие формочки. И сейчас хочу показать вам, какая у нее плотная, пластичная и при этом нежная консистенция, даже если ее просто разлить в креманке без применения пасочницы.
Кроме этого, пасочка хорошо держит форму и не тает даже при комнатной температуре. Получается в меру сладкая, с выраженным шоколадным вкусом и цитрусовым ароматом. Она так приятно пахнет и очень напоминает шоколадные глазированные сырки. Друзья мои, готовьте с удовольствием, и пусть ваш праздник будет самым светлым, добрым и щедрым. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Я рада, что вы готовите вместе со мной и оставляете свои отзывы в комментариях. Не забудьте подписаться на YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале в плейлисте «Пасха» вы найдете и другие интересные рецепты творожных пасочек и не только. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!